небольшое видео, как я открутил укоревший и проржавевший штуцер прокачки. Рассказываю просто свой субъективный опыт. Я думаю, видео будет полезно тем, кто планирует какие-то работы с суппортом на своем авто. Первым шагом я предпринял это, обстучал молотком суппорт возле штуцера. Вообще способ, конечно, спорный. От ударов немножко напряжение резьбы штуцера может ослабеть, но с другой может деформироваться посадочная и еще сильнее зажать штуцер в резьбе. Поэтому я бы не советовал сильно бить до деформации. Так обстучать с умом можно, но не более. После того, как обстучал, попробовал ключом, не вышло. Реально видно, что суппорту лет 10, если не больше. Ну и вообще видок у него, скажем так, не айс. Второй шаг, попробовал нагреть газовый горел, после попытался тоже открутить, опять ничего. Чувствую руками, что вот грани плывут уже, то есть так он засел сильно. Далее вот взял такой ключик обжимной специальный, попытался им обжаться нормально, то есть так зажал болт, что сломал этот болт обжимной. Видно, что на ключе он не родной. Ну, собственно, также обжимным ключом не справился. Металл штуцера, он как пластилин из-за старости. По факту я при попытке силового откручивания просто в круг срезал грани на нем. Третьим шагом я попытался привариться, то есть наварить гайку. Но опять-таки металл очень мягкий, сварка просто скручивалась, отваливалась. Вот. Да и способ так себе, не у каждого сварка есть в гараже. В общем, тоже не получилось. И последний шаг, который мне помог избежать высверливания, это тиски. Вот когда я ключом обжимным откручивал, вот прямо чувствовалось, что вот да, грань плывет, но в середине штуцера еще металл крепкий, может выдержать усилие на сжатие тисками. А тиски, собственно, вот мне помогли избежать вот этого вот соскальзывания с грани. Я еще их подпилил, грани, на самом штуцере, чтобы тиски их обхватили более так крепенько. И, собственно, все получилось. Все открутилось, то есть можно вот посмотреть на видео, какой он был. Суппорт, конечно, конструктивно сложно зажать в тисках, так как есть выступы, неровности, но вот у меня получилось с краю тисков закрепиться, и, собственно, этого усилия мне хватило. Обжимать надо с умом, то есть чтобы не расплющить тисками этот штуцерок, поэтому аккуратненько. Но вы руками будете чувствовать, то есть если уже металл держит, он держит. Если он уже расплющился, ну значит он уже только высверливание остается. Если вы не хотите снимать сам суппорт и тиски у вас не сильно большие, то можно поднести тиски и обжать штуцер на весу аккуратненько. Там места предостаточно. Если же все-таки скрутили окончательно штуцер или там расплющили тисками, то не отчаивайтесь, в высверливании тоже ничего страшного нет. В общем, вот такая вот история. Спасибо, что досмотрели до конца. Если кто знает какие-нибудь действенные способы, делитесь в комментариях к видео, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.